Небольшой кто? Небольшой щук. Да, что-то этому удилищу на щук везет. Ладно. Сейчас, погоди. Второй рыбсик. Проспектора и снова щука. Как ни странно, на воблер. Как ни странно в плане того, что я удилище все ищу под судака, а попадаются щуки. Ну, небольшая. Как бы сказать по поводу вываживания особо нечего. Я даже думал, что судачок. Сопротивление было очень слабеньким. Доброго времени суток всем. Как вы, наверное, уже догадались, сегодня у меня на обзоре первый береговик Salty Sensation без вариантов. Имею в виду, что 82, 83 и 84 росты все-таки некоторыми рассматриваются и в лодку тоже. С 93-м, я думаю, без вариантов. Начинаем. 4 я уже показывал. А вот 2 грамма. Ну, по забросу вопросов нет. Даже где-то что-то гнется. По проводке на 2 граммах еле-еле отыгрывает вершинка. Ну, я бы не сказал, что это заметно, или на это можно ориентироваться. Ну, совсем под берегом, да, более-менее понятно, даже в руку есть отдача. Ну, так... Может, на более тонкой плетенке будет слышнее, но на 0,4 такое. Точно не его вес. Была попытка поклевки. Очень слабая попытка. Ну ладно, с 2 граммами понятно. Пользоваться можно, но не комфорт. Обычно такой вес производитель обозначает как нижний, когда пользоваться можно, а комфорта нет. В плане пользоваться можно, я имею в виду, что есть забросы, хоть какое-то понимание, что там происходит, но не в том объеме, в котором хотелось бы. В том объеме, как хотелось бы, начинается с 4. Ну, понятно, что это тоже не самый комфорт. Это просто комфорт. Комфорт. Наверное, можно сказать о 6-8 граммах. Но явная прибавка по забросу идет где-то между 8 и 10 граммами. Ну, так принципиально, действительно. То есть 8 граммов по забросу он проигрывает 84-ки, а вот на 10 граммах уже ее обходит, по крайней мере, на глаз такое впечатление складывается. 93-й Superior, 3 грамма.
Стоит окунь, думаю. Поймаю я его или нет? Или нет? Ну, в общем-то, 3 грамма от 4 не сильно отличается. По ударам по дну все слышно. На твердом дне отлично даже. Я даже удивлен. Я думал 4. Это комфорт. «93-й в деле». И все-таки он клюнул. Хорошо гнется, да? Да? Не знаю, потом посмотрим на фото. Ну, весь гнется, да. Да? Равномерно, да. Ага, да, вообще весь. Хороший рыбсик. Только я не понял, когда судаки будут наконец-то? Ну, что за дела? Что это? Кто это вообще? Какой-то звездец. Сколько можно? Вот это зеленая пакость. Это капец какой-то. Фу. Как вы уже мне надоели. Угу. Погоди. Ну, под 2, да? 2 есть, наверное. Оп. Не туда. Я думал, ты трёха, судак, а ты зеленая гадость. Иди. Ага. Вот они, звери. Кто это? Это более-менее приличный окунь. Ничего себе. Давно тут таких не ловил. Ну, я думаю, кто так странно клюет.
не цепляется. С такими товарищами, да, все возможно. Короче, сверху стоит малек, под ним окунь. И окунь сейчас возле дна получается. Ну, размер спортивный в основном. Или почти спортивный. Поставлю 2 грамма. Можно, наверное, сделать вывод по удилищу. Вот, например, кидаю я сейчас 2 грамма. Ну, тест, который указан по низу производителем. Скажу честно, стучит через раз. Ну, то есть, если на 84-ке или 83-м в этих условиях бы стучало каждый раз, то здесь нет. Здесь не каждый. Но стучит. 2 грамма. На палке 93-го роста. Вот, то есть с чуйкой спиннинга все хорошо. А относительно его одноклассников по росту. Понятно, что я сейчас ловлю под ногами. И допустим, на выбросе может 2 грамма и не стукнуть. Вот. Спортивных и не только окуней особо не льет. То есть, ну, видно за счет роста, хотя удочка и не особо мягкая, но амортизация происходит нужная, и, в общем-то, рыба не сходит. В пределах разумного. С каким-нибудь ультралайтом, с мягкой вклейкой соревноваться оно не может. Или с мягким форелевиком. Это понятно. Это все относительно его роста теста, я говорю. Положительные моменты. Значит, что еще? Поклевки слышны обалденно. Не хуже, чем на других салтиках, более мелкотестовых и мелких по росту. Ну, вообще, как я говорил в знакомстве с удилищем, это явно самый не салтиковский салтик из всех. То есть даже 83-й и то больше похож. Хоть он немного похож на Франкенштейна, но у него больше общего с салтиками, чем у этого удилища. Это такой хороший береговик. По какому-то недоразумению в дизайне СПРСа в последних. От СПРСов, в общем-то, у него нет ничего, на мой взгляд. То есть строй, ну, нет такого строя на других. И вершинка не экстрафаст, а более такого правильного варианта строя. Более кидучая. Самая толстая из того, что, по-моему, выходило, я не помню, на 83-м тоньше или толще. Я здесь выведу информацию в текстовом виде по этому поводу. Ну, это все лирика насчет толщины вершинки, там колец. Просто он реально не похож на салтики.
От них у него осталась чуйка на поклевке. Все-таки тонкая стенка, и поэтому очень легкий вес для этого роста и теста. Ну и, соответственно, вот на других береговиках такого роста, ну, в общем-то, если лоб в лоб сравнивать, когда меняешь удилище, то, ну, в общем-то, понимаешь, почему это Evergreen, почему это СПРС. Вот. Так, если бы просто взял удочку в руки, пошел ловить, ну, отличный береговик. Наверное, не самый кидучий. Наверное, не самый кидучий в своем росте. Но самый кидучий в серии СПРС. Но опять же, остальных он перекинет на весах больше 12 грамм. На 12 он слегка начинает перекидывать 84-ку. Вот. На 18, я думаю, с 83-м он поконкурирует вполне. Тоже вряд ли намного, но метров 5-10 сделает. Вот. Ну, что еще сказать? Есть ли смысл менять 84-ку на него? Есть, если вам нужны более объемные приманки и вы более заинтересованы в верхах. Ну, то есть то, что больше там грамм 15. Если вам это нужно, да, как бы спиннинг такой будет интереснее, чем 84-ка. Если нет, то 84-ка приятнее, легче. Приятнее, имею в виду, с ней можно дольше время провести и не устать. Рука не так быстро устанет от этой длины. А так вот, ну, нет претензий. Да, хотелось бы чуть-чуть, чтобы дальше кидал. Ну, были недавно у меня в руках 90-е разные палки. И, честно говоря, он их всех перекидывает. А палки были, да, не топовые, может быть, но совсем не самые дешевые. И якобы считающиеся береговиками с хорошим забросом, так вот, он их перекидывает. Причем и на легких весах, ну и на тяжелых тоже. Так что, кстати, это, наверное, первый из супериоров, который я могу вполне рекомендовать по щуке. Я на него до сих пор не поймал ни одного судака, но по судаку явно будет все отлично. Зато на него постоянно у меня ловилась щука с момента приобретения. Она, наверное, намекала на то, что, в общем-то, вот по щуке это первый СПРС, ну, кроме, может быть, где-то 83-го, который я без проблем могу рекомендовать и по щуке тоже. По судаку будет тем более все отлично. Окунь, ну, мелко ловить неинтересно. Только по приличному. На разнесенке, возможно. Кстати, вот баланс со 195-граммовой катушкой. Ну, в общем, да, чуть ближе, чем с комплексом было, но далеко не идеально. Хотя, учитывая легкость общую, не замечаешь этой проблемы. Какая область применения этого удилища? Дальние бровки, ближние бровки, но крутые, для которых нужен рост, чтобы через них перетаскивать и не терять приманки. Ловля по мелководным местам, но с заросшей водой, чтобы рыбу удобнее было выдирать большим ростом, ну и приманку тоже, если она застрянет в растениях. Что еще? Ну, разнесенные оснастки я не практикую, но кто практикует, тем длинные удилища интересны. С его строем, в принципе, отличная работа с блеснами, пелькерами. Ну, пелькерами, само собой, это фактически тот же джиг. Блесна тоже будут довольно неплохо. Грамм до 18-20, точно никаких проблем. Ну, даже достаточно лопушистые блесна.
Вот. Выше, наверное, только такие более вытянутые пелькера. Что еще? В каменных грядах, допустим, на дамбах или любых каменных грядах с мелководьем и не сильно мелководьем, там, где опять же нужен рост, чтобы поменьше терять приманок, тоже вперед. Что еще я недавно такое подумал, где оно мне может пригодиться. Ну, по жереху, не знаю, мне кажется, коловатое. Не, использовать однозначно можно, но все выдержит и так далее. Ну, просто, не знаю, как бы. Удилище такое же, как и все салтики, тонкостенное. И, ну, я, допустим, в городе у меня жереха нет, а брать его с собой на природу, ну, в какой-то контролируемой ситуации более-менее, ну, почему бы нет. Если это какая-то выездка, ну, на незнакомое место, однозначно я возьму что-то более живучее. И то, что мне будет, даже если что-то случится, не сильно жалко потерять. Вспомнил, что еще хотел сказать. Достаточно удачно вот эта длина может быть использована при проводке вдоль какой-нибудь каменной гряды или, ну, может, у кого-то это травяная какая-то гряда, там, допустим, тогда это окунь, щука. Если каменная гряда, то, допустим, стоп-н-гоу проводка, ну, то есть равномерная, с паузами, мелких, там, средних воблеров, опять же, то есть вполне контролируемо, расстояние можно держать до берега, чтобы там не слишком мелко воблер шел, и в то же время упирается в какое-нибудь препятствие, подошел или просто спиннинг поднял, длина большая, как раз комфортно управлять в такой ситуации приманкой. Вот. Как бы не сильно комфортно рыболову относительно короткого спиннинга, но именно для процесса рыбалки вот эта длина удобна. По тесту удилища, как я уже раньше сказал, стучит через раз на твердом. В идеальных условиях оно от 2 грамм. Меньше как бы не пробовал даже. Вот. Комфортом, в принципе, можно считать, не сказать, что комфортом, но уже от 4 как бы все понятно. Вот. Но то, что называть можно именно комфортом, ну, наверное, грамм от 8 это будет честно. Ну, то есть это ты уже чувствуешь, как удилище полностью загружается в любых условиях, с ветром, без ветра. Вот. Ну, про чуйку я вообще не говорю. То есть там понятно, стучит от 3-4 грамм. Ну, я пробовал, что 3, что 4 уже стучит одинаково везде. Там, где есть почему стучать. Комфортный верх, ну, наверное, 18 по чебурашке. Плюс силикон 3-4 дюйма. Не слишком лапшистый. В духе Easy Shiner и тому подобное. Там свинги, Easy Shiner. Вот. То есть тест 25 верхний, как минимум по общему весу честный. Можно ловить с комфортом, имеется в виду. А по плетенке удилище, в отличие от более маленьких салтиков, не так сильно реагирует на ее толщину. Особенно, естественно, когда мы говорим о весах больше 10 грамм. Там уже будет стучать, в общем-то,
на толстой плетенке и на гораздо менее деликатных палках. Это понятно. В целом палка понравилась. Своих денег, да, стоит. Самый непасиковский пасик из всех. Но имеет право на существование. В этой длине я не сильно много палок держал, но из тех, что держал, это мне понравилось больше всех. Хотя я понимаю, что, наверное, по забросу можно было бы сделать поинтересней. Ну, раз уж вы пошли с 1100-го карбона, опустились на какой-то непонятный, просто 30-тонный вершинки, ну, могли бы уже сделать заброс такой. Ну, скорее всего, тонкая стенка все-таки, ну, то есть погоня за весом не дает утолстить стенку, а, соответственно, это тянет за собой все-таки определенную конусность, как следствие коловатость, ну и более худший заброс, чем мог бы быть. Хотя пусть он и не чемпион, но, в общем-то, меня устраивает. А на этом все. Всем ни хвоста, ни чешуи. Отпускайте рыбу, и ее станет больше. До свидания. По жереху, конечно, наверное, будет кайф кайфный потаскать этим удилищем его. Но мне, к сожалению, негде. Мне бы судачка такого для видео хотя бы на кило отловить. Они не ловятся, сволочи. Почему-то последние, точнее не последние, а вообще в этой половине года, во второй половине года 24-го почему-то все гораздо хуже, чем в 22-м и 23-м по судаку. Весной, в принципе, активность была, то ли активность была лучше, чем раньше, то ли я подобрал какие-то моменты. А вот начиная с жары, с середины лета и дальше, очень печально здесь у нас. Ладно, сейчас буду перебирать приманки, пытаться что-нибудь выдарить. Может, не на килограмм, а хоть меньше. Дождался таки какую-то рыбу. Будем надеяться, что это судак. Ух ты, боюсь, что это не судак. Ну или это мелкий очень судак, поэтому бодрый слегка. Ну, палка вот гнется полностью. Маленький судачок. Сколько тут? Ну, в общем, вот изгиб палки на более-менее приличной нагрузке. Судак 300 грамм. Первый судак на 93-й. С трудом, конечно, это можно назвать судаком, но допустим. Спасибо, что был первым судаком. Так. Иди гуляй. Перемещаться, конечно, по тропинкам среди деревьев с этой дурой — это то еще удовольствие. Это я сейчас держу его посередине, чтобы как бы уменьшить
вперед смотрящую часть. Еще кто-то есть. Представляете мое удивление? Ну, как-то быстро тащится, тоже мелочь. Явно не крупный экземпляр. Да, так. Так это вообще окунь. Ну, для окуня еще ничего. Хотя, конечно, тоже не гигант, не гигант. Но хоть приятный. Это уже для местных окуней хороший размерчик. Так, окунь идет домой. Эйт, не надо. Так, глубина хорошая там. Ну, до сих пор не утонула чебурашка. Вот. Еще кто-то попался сегодня. С глубины. В общем-то, такой приличной глубины. Метров 6-8. Долбил и таки зацепился. Ну, ожидаемо судачок. Сейчас отпускаемся и уходим, да? Эй, отдай хвост, засранец. Да, ушел нормально. Я боялся, как бы он не начал всплывать. Глубина-то такая хорошая была.